Привет, друзья! Вот такой волшебный сундучок для двух милых новогодних гномов я смастерила. Уж очень мне хотелось сделать что-нибудь с гномиками. Мне кажется, что это отличные бюджетные подарки на Новый год своими руками. Одновременно и подарок, и красивая упаковка подарков handmade на праздник. Первого гномика делаю из глины. На картоне я рисую полукруг радиусом 13 сантиметров и делаю из него конус. Это будет туловище нашего гномика. Диаметр основания конуса 7 сантиметров. Достаю из упаковки самозатвердевающую глину. Делаю шарик, лепешечку и раскатываю ее скалкой, как тесто на пирожки. Смазываю конус клеем ПВА и оборачиваю пластом из глины. Как будто одела пальтишко на гномика. Правда, пальто получилось немножко не того размера, поэтому подгоняю по фигуре. Снизу все лишнее обрезаю, а швы замазываю пальцем, смоченным водой. Раскатываю плюшечку, чтобы сделать бороду. Делаю имитацию волос на бороде. Прикрепляю бороду, смазывая туловище клеем. Борода есть, теперь делаю усы. Принцип такой же, как и у бороды, только делаю их немного уже. Прорисовываю волосы на усах. Приделываю нос картошкой. Делаю смешной колпачок на голову гномика. Декорирую шапку меховой оторочкой. Шпателем придаю пушистость меху. Ну и как же колпачок без помпончика? Теперь делаю такого же гномика из соленого теста. Почему-то мне захотелось попробовать сделать гномиков из разных материалов. Изменила немного форму бороды и усов. Пока подсыхают гномики, приступаю к созданию подарочного сундучка для них из картона. Вырезаю 4 квадрата со сторонами 15 сантиметров. Склеиваю их друг с другом. Делаю дно коробочки.
Для крыши нам понадобится обычный гофрированный картон и тонкий картон. Вырезаю квадрат из гофрированного картона и к нему приклеиваю полоску тонкого картона, чтобы крышка получилась сверху полукруглая, как у сундучка. Заклеиваю бока крышки. Все обклеиваю салфетками с клеем ПВА. Пока коробочка сохнет, продолжаю делать гномиков. Шапку второму гномику сделала из глины. На самом деле это шапка первого гнома, просто она ему была маловата. Большому гному делаю ручки. Нашла вот такую пластмассовую палочку и решила сделать ее посохом нашему гномику. Украшаю ее серебристой ленточкой. К крыше сундучка изнутри приделываю петли из ткани. Задумка была сделать сундучок деревянным. Для этого использую шпатлевку и имитирую структуру дерева. Делаю ручки второму гномику из соленого теста. По краям крышки приклеиваю декоративные полоски из картона. Они закроют некрасивый край крышки. Готовлю салфетку для декупажа. Снимаю лишние слои и обрываю края. Покрываю сундучок белой акриловой краской и пока откладываю его сохнуть. Приступаю к росписи гномика. Раскрашиваю белой краской бороду и усы. Шапку решила сделать полосатой, с красными и белыми полосками. Пальтишко раскрашиваю темно-серой краской.
Рукава сделала светло-серого цвета. Рукавички красные. Мех на колпачке и рукавах крашу белой краской. Сухой кистью и серой краской прохожусь по меху, придавая рельефность. Низ пальто мне показался скучноватым, и я решила украсить его и сделать контуром орнамент. Дала в руки нашему гномику посох. Нашла петли, но они не очень качественные, поэтому прикрепила их на сундучок только с целью декора. Сначала переднюю стенку сундучка не хотела делать под дерево, так как здесь будет декупаж новогодней салфеткой. Но потом передумала и тоже сделала шпатлевкой эффект деревянной поверхности. Это делается несложно, но смотрится очень эффектно. Сундучок почти готов, осталось только декорировать. Покрываю его серой краской, ведь он должен гармонично смотреться с друзьями-гномиками. На передней стенке сундучка оставляю для декупажа белую зону. Делаю плавный переход от темно-серого к белому. Делаю декупаж салфеткой с гномиками. Теперь украшаю боковые стенки сундучка. Всю поверхность сундучка покрываю немного белой краской сухой кистью. Для винтажности приделываю ручку под бронзу. Ну и приступаю к росписи гномика из соленого теста. Покрываю шапку серой краской, а шубку красной. Рукава делаю немного посветлее. Бородушку, усы, мех на шапке, рукавицах, подоле пальто крашу белой краской. Рукавички делаю в тон колпачку. Шапочку делаю в горошек. Вот такой новогодний подарок с сюрпризом у меня получился. А его жители просто милейшие и красивейшие создания. Внутрь я положила белый сизаль, чтобы нашим гномикам там было тепло и уютно, пока они не найдут своего нового хозяина. Я думаю, это замечательный декор
и подарок под новогоднюю елку. А гномики прямо сладкая парочка. Они передают вам привет и поздравляют с наступающим. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, кто еще этого не сделал. Всем пока-пока!